Спина и бицепсы. На этой пленке мои чемпионы покажут вам лучшие упражнения для развития спины и бицепсов. Эти упражнения запрограммированы для того, чтобы развить низ, вверх, чтобы стимулировать мускулы спины, рук, чтобы они стали больше, лучшей формы. Спина и руки. Вы будете ими гордиться. Спина. Основные мускулы спины вверху, внизу, это здесь и рамбойты. Эти мускулы имеют две функции. Они руководят плечами и вниз опускают плечи. Упражнение назад все плечи приводит в движение, а также грудные мускулы впереди. Упражнение для полной спины — это движение гребца. Грудные мускулы сжимаются, а спины растягиваются. Нужно как можно дальше назад отводить плечи. Основные мускулы спины — это внутренние мускулы, которые вращают движение, опускают плечи вниз и вверх. Они полностью запускают движение спины. Вы можете работать с экспандером, со штангой и с другими машинами. Плечи поднимаются вверх, как будто вы пытаетесь плечами дотронуться до ушей. Затем вы преодолеваете сопротивление и вниз опускаете руки как можно ниже, полностью сокращая мускулы спины. Упражнение назад 2/3 развития спины осуществляет, а вверх тренировка спины и бицепсов. Спины мускулы большие, бицепсы маленькие мускулы. Для того, чтобы построить спину, бицепсы не могут этому помочь, поэтому ключ в том, чтобы руки исключались из движения. Вы их используете как крючки, они для подъятия тела. Поднимая этот вес, руки используем только для того, чтобы связать мускулы с телом. Не поднимайте вес, поднимайте его спиной. По той же причине, когда вы работаете в движении, когда вы что-то опускаете, сконцентрируйтесь на том, чтобы всю работу выполнять спиной. Плечи вниз, руки не должны сгибаться. Вот они просто как крючки, которые вас соединяют вместе со штангой. Еще надо избежать того, чтобы слишком участвовали нижние спинные мускулы. Когда тянете вверх или вниз, вы должны нижнюю часть спины и назад оттягивать, иначе основные мускулы в этом упражнении не будут достаточно участвовать в работе. Основное движение в тренировке нижней части спины просто. Начинаете лежа, положение тон, встаете вверх. Наклоняетесь и встаете. Поднимаете и выпрямляете торс. И мускулы работают. Обычно мускулы спины должны стабилизироваться. Это самые медленные мускулы в теле, которые участвуют в работе. Поэтому их надо выполнять раз в неделю. Иначе вы перетрудите мускулы. Между прочим, использование нижних мускулов спины зависит от многих других движений. Упражнения для спины со свободным весом. Это одно из самых лучших упражнений для спины. Берете штангу достаточно широко, чтобы не бицепсы участвовали в работе, а спина. И поднимаете не слишком высоко, до живота штангу, не до груди, иначе у вас будет та же проблема,
У вас будет слишком много бицепсов участвовать в этом. Вес должен быть достаточно тяжелым, чтобы накопить больше массы. Но здесь уже обман участвует. Это приемлемо. Если вы не слишком будете перенапрягаться во время упражнения, все-таки концентрируйтесь на том, чтобы плечи уходили назад как можно дальше, когда штанга вверху. Однако, когда вы делаете наклоны с легким весом, возможно делать это упражнение более строго. В любом случае, главное помнить, что вы должны поднимать спиной, прочь и назад отводить как можно далеко. И не обманывайте себя. Минимально должны участвовать в бицепсе. Упражнение с этим снарядом то же самое, что подъем с наклоном. С этим упражнением вам никогда не рекомендуется обманывать себя. Ваше положение должно быть стабильным, зафиксированным. И поднимаете вес груди, плечи назад как можно дальше. Используйте мускулы спины. Плечи вперед-назад. Чувствуйте, как у вас сжимаются и разжимаются мускулы спины до максимума. Концентрируйтесь над тем, чтобы контролировать вес в течение всего упражнения. Опять-таки, концентрация — это ключ к успеху. Используйте этот снаряд для максимальной детализации мускулов нижней и средней части спины. Для меня это очень важный снаряд, когда думаете о тренировке спины. При выборе упражнения максимальной эффективности и удобного, этот снаряд наиболее удобен для того, чтобы разрабатывать верхнюю и нижнюю часть, среднюю часть мускулов спины, потому что вы концентрируетесь на верхней и средней части мускулов спины. Здесь много можно делать упражнений. Сейчас спортсмены очень много выполняют таких детальных упражнений. Детализация с другими упражнениями не добьешься. Многие молодые ребята делают одни и те же упражнения для этого. Я думаю, что нужно делать шаг вперед, вырываться из этого. Этот снаряд дает вам и массу, и детализацию. На этом я настаиваю. Используя упражнения для одной руки, можно в каждую сторону спины по очереди упражнять. Но эти упражнения выполнять труднее, чем это кажется. Во-первых, обязательно гантеля должна подниматься до бедра, а не до плеча. Это сложнее, но это делать надо так. Когда вы поднимаете вес, концентрируйтесь на том чувстве, что вы напрягаете мышцы спины. И обе стороны, не только то, что вы поднимаете. Иначе вы будете вращать телом, а не мускул будет работать. Для максимальной стабильности опирайтесь рукой на бенч, на любой опору, чтобы тело было стабильным во время всего упражнения. Chins are probably the most traditional of all Чинс, pull-down type этот back снаряд, exercises. наиболее традиционен для упражнений спины. Однако эти упражнения могут быть очень сложными, потому что вы имеете дело с весом всего своего тела. Особенно много неприятностей бывает у женщин при работе с этим снарядом. Если вначале для вас это слишком сложно, займитесь сначала экспандером, или пусть ваш партнер держит вас за щиколотки для того, чтобы сделать того же рода упражнения. Если вам трудно делать упражнения на этом снаряде, то вам могут помочь упражнения для укрепления запястья. Это упражнение можно делать
И таким образом. Здесь важна форма упражнения. Спереди или сзади. Спереди легче, потому что у вас смешиваются и мускулы спины, и грудные. В идеальном случае нужно использовать оба вида снарядов, и спереди и снизу, для максимального успеха. Самое для меня интересное — это то, как выйти на сцену, расслабиться, позировать и показать все мускулы. Для меня, когда я показываю спину, я всегда вижу, как я хочу выглядеть на сцене. У меня должна быть тонкая талия, широкие плечи. Поэтому я концентрируюсь на упражнениях с чинтом. Упражнения для спины с эспандерами и машиной. Упражнения с эспандерами — это интенсивные упражнения для верхней и средней части спины. При опускании веса концентрируйтесь над тем, чтобы плечи вперед шли как можно дальше. Спина должна растягиваться, грудные мышцы должны сводиться вместе. Оттягивая обратно ручки, думайте о том, чтобы плечи уходили назад как можно дальше. Сдавливайте лопатки вместе и груди. Как будто вы стоите смирно. Плечи назад, грудь вперед. Нужно избегать одной ошибки при этих упражнениях. Нижняя часть спины не должна участвовать в этих движениях. Лучше сверху работать, когда плечи идут вперед и растягиваются. Но только не работайте от талии, работайте от груди. Иначе вы будете разрабатывать нижнюю часть спины. И вся интенсивность от верхней части спины, на которых вы сейчас сосредоточены, не будет работать. Как и со всеми упражнениями типа гребли, нужно использовать спину, чтобы плечи оттягивать назад. Руки надо ограничивать в этой работе. Бицепсы все равно будут участвовать, но думайте о руках просто как о крючках, которые служат для подтягивания веса. Мускулы не должны участвовать в этом упражнении. В основном спина. Помните, четкость — это ключ к успеху. Используйте вес достаточно легкий, чтобы плечи шли как можно дальше вперед и как можно дальше назад. Иначе вы не сможете самые мелкие части мускулов верхней части спины, они не будут работать как надо и будет мало массы. Вы видели это упражнение? В основном это повторные движения. Вы заметили, что вес, то, как он оттягивается от груди на каждом уровне, иногда вы сгибаетесь, иногда вы не разгибаетесь, но это движение одно и то же. Вы будете умнее, если будете использовать это сидя при работе. Не пытайтесь все делать сидя. А с T-баром вы будете работать с большим контролем. Вы будете разрабатывать боковые мускулы. Есть много разных машин для упражнений типа гребли. В основном это дает вам поддержку, чтобы стабилизировать торс и разрабатывать спину более четко. Машины типа гребли не рекомендуются для наращивания силы мышц. У вас разнообразные движения, детализированно разрабатываются мускулы спины. Главное — это четко
четкая техника, полный набор движений, легкий вес и относительно высокая концентрация над тем, чтобы плечи уходили назад и вперед, а не руки. Это упражнение позволит вам работать на разных уровнях сопротивления с весом тела, а иногда и с весом большим, чем вес тела. Нужно делать упражнение за голову. Концентрируйтесь на чувстве того, что все плечи поднимаются вверх, а потом назад отодвигаются, когда планка идет за голову. Здесь работают плечи, трапеции, мускулы. Вниз как можно дальше и вверх как можно дальше. Над этим и концентрируйтесь, чтобы получить максимальное преимущество от этого упражнения. Опять-таки, старайтесь исключить руки из упражнения, насколько это возможно. Помните, что хотя бицепсы и будут сокращаться во время этого упражнения, это упражнение не для бицепсов. И думайте, опять-таки, о руках, как о крючках. Вверх и вниз работайте только спиной, а не руками. Широкий захват – еще один вариант отжиманий, которые в основном используются для разработать мускулы спины. До самого верха груди подносится планка, а не за голову. Но не опускайте ее низко, к груди, потому что иначе спина не будет работать. Концентрируйте свое внимание на внутренних мышцах спины. Таким образом, вы можете легко сделать ошибку и начать работать с руками и тренировать бицепс. Этого надо избежать. Нужно обращать внимание на спину. Спина должна работать, она должна растягиваться, сжиматься. Используйте руки просто как крючки, чтобы спину соединить с весом. И внизу движения достигайте максимального пикового сокращения мускулов в центре и в верхней части спины. Сжимайте как можно интенсивнее внизу движения, перед тем, как отпускать и поднимать плечи вверх. Когда я использую широкий захват, я концентрируюсь над тем, чтобы выполнять упражнения очень четко. Я слежу за тем, чтобы спина работала, вес шел горизонтально, вверх-вниз, а не вертикально. Потому что многие люди это движение разрабатывают, отклоняясь назад. Они делают греблю, думая, что получают тот же результат. Я делаю вверх-вниз упражнения изолированные, сжимаю вверху и притягиваю к себе. Держу и отпускаю так, чтобы вес контролировался, чтобы спина получала больше и положительные, и отрицательные движения. Когда я делаю такие упражнения, все это четкость. Дело не в весе, потому что вес вам ничего не даст. Нужно контролировать сами движения. Упражнение для нижней части спины. Выполняя гиперрастяжение, ключ успеха в медленном движении, выполняемом под полным контролем. Спинные мышцы нижней части – это мускулы-стабилизаторы. Они предназначены не для мощности, не для скорости. Чем ниже вы опускаетесь, контролируя свое тело, тем лучше работать с нижними частями спины. Затем вы должны приходить в параллельное положение и застывать на некоторое время в таком положении, прежде чем выполнять следующее упражнение.
Доброе утро. Это упражнение так называется, потому что вы разрабатываете нижнюю часть мышц спины. Как и с гиперрастяжениями, это нужно делать очень четко и правильно, полностью контролируя себя все время. Наклоняйтесь вниз от самой талии. Тело должно быть параллельно полу. Если вы слегка сгибаете колени, то вы убираете напряжение на нижнюю часть спины. Этого делать не надо. Также это упражнение не служит для наращивания силы и мощности или массы. Вы увидите, как это делается на пленке номер 7. Так что вес должен быть легким или средним. Главное — это техника. В этом смысл упражнения «Доброе утро». Упражнение для спины номер 1. Гребля, положение наклона. 4 набора по 10 раз. Behind the neck chin. 4 sets of 10 4 набора по 10 раз. Подтягивание планка за голову. Упражнение по гребле сидя. 4 раза по 10 раз. Behind the neck or wide grip pull down. Отжимание за спиной. 4 набора по 10 раз. Гиперрастяжение. 3 набора по 12-15 раз. Чтобы следить за своим прогрессом, следите за людьми вокруг, за фотографиями в журналах. Многое зависит от диеты, от вашей решительности, интенсивности, от того, что вы видите в зеркале. Иногда я занимаюсь только экспандером, без штанги. Некоторые движения я сам изобрел. Работа тяжелая. Я очень хорошо работаю. Я избегаю травм. Никогда не использую излишний вес. Я часто использую только экспандер. Пружины. Упражнение для спины номер 2. Грибки с T-баром. 4 набора по 10 раз. Подтягивание планка впереди. 4 набора по 10 раз. Упражнение с гантели одной рукой. 4 набора по 10 раз. Упражнение с тесным захватом. 4 набора по 10-12 раз. Упражнение «Доброе утро». 4 набора по 12-15 раз. Например, мышцы спины. У ребят, у которых лучшие спинные мышцы, это Айфен и Джек Диллинджер. Эти ребята и мистеры Америки бывшие, да, все мистеры Америки. Они все занимались упражнениями для гребли.
Они использовали 400-фунтовые. А сколько раз они делали? 8-6 раз. И разработали такие спины. Великолепные спины были у них в 44-м, 84-м, 88-м году. Сейчас у ребят таких мускулов нет. Округлые, да. Это необходимо делать по одному правилу. Нужно форму вырабатывать с одной рукой, за головой, чтобы глубина была, не только длина. Спину надо тренировать. Уделять внимание нужно форме, а не столько весу. Не должен стать бодибилдером, нужно иметь длинную, мощную спину, тренироваться. Вес нужно контролировать. Главное, сколько раз делать и контролировать. Это самое важное. Бицепсы. Бицепсы — это двухсторонняя структура от плеча к локтю. Основное упражнение для бицепсов — это кривая. Это изоляция одного джойнта от локтя. Основная функция бицепса — это руку поднимать до плеча. Сила трицепса отделяется. Это помогает поднимать всю руку и тренировать руку. Мускулы наращиваются немножко по-другому, но все они занимаются, участвуют в формировании плеча. Бицепс — это двойной мускул на верхней части руки. Сжимает, сгибает губу, руку поднимает вверх-вниз и усиливает плечо. При упражнениях бицепсов ударение надо делать на контроль и изоляцию. Нужен большой вес, гантель это дает. Например, упражнения по гребле также развивают бицепсы. Концентрироваться надо на изоляции бицепсов, чтобы свести к минимуму участие других мускулов. Избегайте тяжелые движения. Некоторые упражнения будут сложнее, чем другие при изоляции бицепсов. Надо поднимать штангу впереди. Думайте о бицепсах, о том, чтобы они были изолированы. Легче работать с такими упражнениями. Можно работать с кривой штангой. Это идеально. Лучше, чем машины и пружины. Некоторые слишком сильно тренируют бицепсы. Это такие маленькие мускулы, и мы говорим, что они подвергаются большому напряжению при тренировке спины, груди. Поэтому много упражнений делать не надо. 12 раз для бицепсов и трицепсов достаточно. Многие делают даже меньше упражнений для бицепсов. Мы можем поговорить теперь о том, что любой скажет вам, что для того, чтобы тренировать бицепсы, нужно сгибать и изгибать запястья. Это тоже часть тренировки. Когда поднимаете вес с гантелей, изгибайте запястья слегка. Большой палец наружу должен выворачиваться. Упражнения для бицепсов со свободным весом. Упражнения со штангой. Эти упражнения наращивают массу бицепсов. Однако, так как это упражнение для одного джойнта, слишком большого веса не надо, потому что если будет слишком много веса, вы себя будете обманывать. Вы будете больше развивать мускулы, а не бицепсы. Мускулы спины, а не бицепсы.
To do barbell curls effectively, Для того, чтобы keep your эффективно upper body выполнять эти steady throughout the упражнения, movement. ваше тело должно быть стабильным во время движения. Контролируйте свои упражнения при поднятии и опускании веса. Когда вес наверху, чувствуйте, что бицепсы полностью сжаты, а внизу мускулы должны быть полностью растянуты. Как и с любыми упражнениями на изоляции, ключ к успеху — это контроль и концентрация. Думайте о том, что делают мускулы и как они чувствуют себя, а не о том, что происходит с весом. При этих упражнениях всегда нужно делать полный диапазон движений. Некоторые делают такие короткие движения. Но этим вы мало чего добьетесь. Нужен большой диапазон движений. Вы должны контролировать свои мускулы во время этих движений, потому что когда вы поднимаете что-то, вы должны это же и опустить. Следите за скоростью, за самим весом. И контролируйте вес. Это упражнение позволяет вам развивать каждый бицепс индивидуально. Когда вы поднимаете гантели одной рукой, потом другой, концентрируйтесь над тем, что вы поднимаете. Поворачивайте запястья в сторону, чтобы вес шел вниз и вверх, чтобы у вас было полное пиковое сокращение бицепса наверху движения. Упражнение с гантелями вы можете, поднимая поочередно руки. Это очень четкая форма движения. Или вы можете одновременно сгибать обе руки. Для дополнительной четкости делайте упражнение с гантелями, сидя на наклонном бенче. Однако, что бы вы ни выбрали, помните, концентрируйтесь над тем, чтобы контролировать вес все время. Плавные, гладкие движения. И помните о мускулах. Думайте о том, что делает бицепс, а не о том, что делает вес. Dumbbell curls, especially when you supinate the wrist during the exercise, are designed to give you the maximum peak possible in the biceps. Hammer curls, on the other hand, because you pronate your wrist about 90 degrees when you do the movement, tend to focus the effort on the outer head of the biceps on the outside of the arm. Внешней стороне бицепса. Вы чувствуете, как это происходит при подъеме. При выполнении нескольких упражнений вы должны четко чувствовать, как разный захват меняет ощущение ваших мускулов. Понимание того, что делает мускул, и способность думать о мускуле — это успех при получении результатов в этом упражнении. Многие делают очень много упражнений снова и снова. Иногда бицепс начинает получать спазмы, потому что для одной только части тела делается так много упражнений. Поэтому нужно следить за тем, чтобы все движения были разнообразны, чтобы бицепс не выполнял одно и то же упражнение, чтобы все это делалось легко. Сгибание с концентрацией. Сгибание с концентрацией, как говорит само название, требует большой концентрации при изоляции бицепсов. Идея здесь в том, чтобы поднимать вес к груди, используя только бицепс и не помогая никакими другими мускулами.
Некоторые спортсмены любят делать эти упражнения на концентрацию со свободно висящими руками. Но многие другие предпочитают более солидно опираться рукой. Так проще полностью изолировать бицепсы. Подъемы священника — очень хорошее упражнение для бицепсов. Локти должны быть зафиксированы, и в этом случае только бицепсы работают. Однако, каждый раз, когда вы так фиксируете локти, вы больше на них усилия располагаете. Поэтому меньше используйте веса, а больше техники, чтобы локти не перенапрягались. Когда вы делаете эти упражнения, используйте гантели, и таким образом вы можете изолировать любой бицепс, если делаете упражнения отдельно для каждой руки. Упражнения для бицепсов с пружинами и на машинах. Есть много различных тренажеров, хорошо оборудованных залов. Они позволяют вам делать гладко и плавно выполнять упражнения, выбирать различного рода сопротивления для своих мышц. Как и с другими машинами такого рода, их лучше всего использовать как можно больше раз делать чаще, но с меньшим весом. С этой машиной массу и силы вы не должны наращивать. Вместо этого вы должны делать разнообразные движения, четкие, детализированные и качественные движения. Эти упражнения позволяют вам делать разнообразные движения. Вы можете выполнять упражнения для одной руки, как здесь демонстрируется. Или вы можете использовать вместо рукоятки планку. Сочетая бенч священника с различными рукоятками, можно делать различные упражнения для бицепсов. Для одной руки, для двух рук. Помните, что во всех случаях сгибание — это сгибание, сгибание, сгибание. Какое бы вы упражнение ни использовали,
Главное то, что вы делаете с мускулом, вот что считается. Чувствуете, как полностью работает ваш бицепс, растягивается и сжимается, для того, чтобы получить полную пиковую сжатие. Когда тренируешь бицепс, надо помнить о том, что много нужно работать. Вы с другими работаете мускулами, и бицепсы там тоже участвуют, поэтому очень важно изолировать бицепс, и не обманывать себя. Когда вы разрабатываете плечи, спину, грудь, бицепсы все равно работают. Учитесь изолировать бицепс. Упражнение для бицепсов номер 1. Подъем штанги стоя. 4 набора по 10 раз. Подъем гантели сидя. 4 набора по 10 раз. Подъемы концентрации. 4 набора по 10-12 раз. Упражнение для бицепсов номер 2. Подъемы со штангой из 4 набора по 10 раз. Подъемы типа священника. 4 набора по 10 раз. Упражнения с пружинами. 4 набора по 10-12 раз. Теперь, когда вы знаете эти лучшие упражнения для упражнения спины и бицепса, используйте эти упражнения. Тренируйте спину и бицепс, потому что я знаю, очень скоро вы добавите еще пару дюймов к своей груди, потому что вы делали упражнения для спины, вы сможете, по крайней мере, дюйм или 2 добавить в руки за 30-60 дней. Однако, на следующем блоке вы узнаете, как строить мощную грудь, раскрывать грудную клетку, грудные мускулы, и у вас будет грудь так, какая вам нужна, и вы разработаете и бицепсы, и они будут круглее, сильнее, и лучшие формы. Еще совет, всегда положительно подходите к этому делу, только сильные выживают. Идите в зал, тренируйтесь изо всех сил, будьте сильными, у вас будет сильное тело, в сильном теле сильный дух, никогда не сдавайтесь. Ничто не должно вам мешать. Вы должны достигнуть того, чего хотите. Вставайте и делайте.
Все начинают с чего-то, мы все начинаем точными, жирными, но мы начинаем потому, что мы не нравимся себе. А потом есть выбор сделать с собой что-то. В этом есть смысл этой системы. Получи тело, какое хочешь. Если можешь, начинай сейчас.